Всем привет! Запишу из туалета вам добро пожаловать в мою тренировку. В туалете записываю, потому что там музыка и все равно через наушники записывается, а здесь тихо, еще и зеркало есть, и никого нет, пока никто не стучится в туалет. Это тренировка на верх тела, это на плечи, на кор, на спину, на пресс. Крутые упражнения, мне они очень нравятся. Заминку сделала бегом, тоже кардио, 13 км в час. Так я еще быстро не бегала, это прикольно, мне понравилось, еще с красивым видом. Сразу вначале предупрежу, что опять же не все повторы снимала, а может даже все, но выложу не все, чтобы видео гигантским не было. Не забывайте фокусироваться на мышцах. Что еще? Ну, где-то ускорять буду, как обычно. Так что приятного просмотра. Лук 2023. Сейчас сапоги забыла. Значит, первым упражнением я делаю тягу верхнего блока прямыми руками. Упражнение на широчайшие мышцы спины и трицепс. Но можно увидеть, я чуть-чуть в локтях сгибаю руки, но потому что я вес уже очень большой взяла, это не первый мой подход. И, конечно, чуть ли лучше меньше веса взять, чтобы технику не нарушать. Следующим упражнением делаю жим гантелей из-за головы. Это на трицепс упражнение, и вот здесь я очень низко опускаю гантелю, да, то есть уже меньше, чем 90 градусов получается угол. Желательно все-таки перпендикулярно максимально отпускать, да, чтобы не нагружать сустав. Параллельно с жимом гантелей из-за головы я буду делать разведение рук, да, с гантелями, лежа на скамье. Это уже на грудные мышцы. Я как-то в своем видео уже об этом упражнении говорила, оно мне нравится, я его часто делаю. Опять же, здесь не забываем про прогиб, то есть мы не плашмей лежим, да, на спине на скамье, а вот такой прогиб делаем, чтобы акцент был на грудные мышцы. И второе упражнение, которое в паре делаю с разведением рук на скамье, я делаю жим также лежа на скамье гантелями. Опять же, на грудные мышцы, тот же прогиб. И слишком низко можно не опускать руки, потому что это бессмысленно. Пока я тут разминаю мышцы трицепса, грудные мышцы, и делаю жим гантелей из-за головы с максимальным для себя весом, просто рекордом моим личным 18 килограмм. Мне даже было тяжело его туда закинуть, эту гантелю. Хочется здесь отметить, что я не уточняю, сколько я делаю повторов и подходов. Не знаю, почему все это везде прям пишут, как будто это какая-то вот, не знаю, какое-то истинное правило, которому должны все подчиняться, чтобы накачать себе мышцы, как у этих, да, кто показывает. Но на самом деле нужно реально опираться на свое состояние, энергию, настроение, да, заряд свой. И это не настолько важно, сколько конкретно ты сделаешь. Можешь сегодня делать там по 15, делаешь по 15, но последние подходы можешь по 8 сделать, если большой вес, да. Если у тебя сейчас мало сил, можешь сделать по 11 раз, да, или по 8. Ну, как бы надо опираться больше на себя, а не сколько написали и умирать, но сделать такое же количество раз. Поэтому я считаю не обязательным вообще подписывать, сколько подходов и раз конкретно я сделала, ну, сколько повторений. Сейчас попробую упражнение, которое первый раз делаю вообще. Это упражнение у меня получилось что-то типа тяги гантелей в наклоне к поясу, вот тут как на картиночке. Но я просто скамью зачем-то подняла, почему-то мне казалось, что так она делается. Тут просто нагрузка смещается, я думаю, больше на верхнюю часть спины, чем на широчайшие мышцы спины. Вот и все. Следующее упражнение — наклоны с отягощением я делаю в тренажере для гиперэкстензии. Это упражнение на косые мышцы пресса.
тоже классная. Начинаю с маленького веса и добралась до 15 килограмм. Это неплохой вес. Опять же, мощное упражнение, которое мне нравится, и я его частенько делаю. Но опять же стоит отметить, что если вы хотите рост мышц, да, у себя, тогда нужно веса все-таки поднимать, постепенно увеличивать нагрузку. Потому что мышцы привыкают к нагрузке, да, и роста уже не происходит. Следующее упражнение делаю на пресс в тренажере для пресса. Беру отягощение. Кому как нравится, можно без отягощения. Опять же, главное вот этот момент скручивания. Не надо полностью ложиться и не надо слишком высоко подниматься, потому что смысла нет. Вот такое небольшое движение. Опять же, чувствуем пресс и все. И тут я тоже такой элементик делаю, направо-налево поворачивать. Это тоже для косых мышц пресса. Тут я взяла чуть меньше килограмм, чем в предыдущий подход. И вот такую вариацию я увидела у одного мужчины. Правда, он делал на ровной скамейке, то есть без наклона. Я вот так решила попробовать, но мне понравилось. Прикольно. Сбросила еще весу и решила добиться уже просто с 5 килограммами. Тоже самый вариант. Следующее упражнение делаю подтягивание с резинкой. К сожалению, не знаю, какой вес у этой резинки. Одну ногу туда ставлю в резинку, прямые ноги. Хват у меня здесь средний, ну чуть-чуть шире, чем средний, да, вот там на картиночке видно. И у меня прямой хват. Вот тут на картиночке написано поподробнее про мышцы, хваты, что как влияет на какие мышцы. И сразу записываю прощание и благодарность за то, что посмотрели на мою тренировку. Буду рада, если вы будете ее тоже делать. И потом говорить мне, как вам она понравилась, не понравилась. Кстати, не забывайте подписываться на мой канал, ставить мне лайки, комментарии оставлять. Можете мне задонатить через банковский счет, либо PayPal. Все есть в описании к этому видео. Спасибо за просмотр. Всем пока и до встречи в новых видео.